Есть дома, в которых живут богатые люди. А есть дома, где даже Илон Маск на секунду почувствовал бы себя гостем. Представьте особняк, который стоит почти 200 миллионов долларов, но выглядит не как дворец, а как бетонный музей над Тихим океаном. Дом с баскетбольной площадкой NBA внутри, частный курорт в Бразилии с футбольным полем, озером и историей, которая дошла до суда, голливудскую виллу, где у бассейна до сих пор стоит символ легендарного фильма. И закрытый дом-крепость, который снаружи почти ничего не показывает, но внутри выглядит как личная империя глянца. Это не просто недвижимость. Это миры, построенные для людей, которые давно перестали жить по обычным правилам. Сегодня мы заглянем туда, куда не попадают случайные гости, в дома, где каждый метр стоит как отдельная квартира, где частный причал может быть важнее парадного входа, где гардероб похож на бутик, гараж на коллекционный музей, а гостиная на зал современного искусства. Но самое интересное не в цене. За каждым таким домом скрывается история. Один особняк поднял стоимость целого района просто потому, что туда переехал его владелец. Другой стал частью известной песни. Третий превратился в личное посольство артиста в его родном городе. А самый дорогой дом в этом списке вообще ломает привычное представление о роскоши. Потому что настоящая власть – это не всегда золото, люстры и мрамор. Иногда это тишина за закрытыми воротами. Иногда вид на океан, который принадлежит только тебе. Иногда возможность построить мир, куда даже самые богатые люди заходят как гости. В этом видео мы пройдем через 10 невероятных домов, знаменитостей и миллиардеров. От тихой резиденции Лионеля Месси во Флориде до архитектурного шедевра Beyoncé и Jay-Z в Малибу. И когда мы доберемся до финального дома, вы поймете, почему для некоторых людей недвижимость – это уже не место для жизни. Это доказательство того, что деньги, статус и влияние могут превратить обычный дом в отдельную вселенную. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем путешествие по домам, где даже Илон Маск почувствовал бы себя гостем. Есть дома, которые покупают ради вида из окна. Есть дома, которые покупают ради статуса. А есть дома, после покупки которых меняется весь район. Именно так произошло во Флориде, когда Лионель Месси переехал в США. Летом 2023 года весь футбольный мир смотрел на Майами. Один из величайших игроков в истории приехал играть за Интер Майами. И вместе с ним в город пришло то, что невозможно купить обычной рекламой – внимание миллионов людей. Но пока болельщики обсуждали его первые матчи, агенты по недвижимости во Флориде следили совсем за другим. Где будет жить Лионель Месси? Какой район выберет человек, которого узнают в любой точке планеты? Как выглядит дом для того, кто почти всю жизнь провел под взглядами камер? Ответ нашелся не в шумном центре Майами и не на самой известной улице с особняками знаменитостей. Месси выбрал Бэй Колони в Форт Лодердейл. Закрытое сообщество у воды, где все построено вокруг одного главного слова – приватность. Это не просто богатый район. Это место с одной охраняемой точкой въезда, круглосуточным контролем доступа и домами, скрытыми от случайных взглядов. Здесь нет ощущения курорта для публики. Здесь все наоборот. Тишина, вода, зелень, просторы и возможность спокойно выйти из дома, не превращая каждый шаг в событие. Именно этого, по сообщениям СМИ, искал Лионель Месси для своей семьи. В сентябре 2023 года была оформлена покупка дома примерно за 10 миллионов 750 тысяч долларов. И самое интересное в этой сделке даже не цена. Главное – место. Дом находится всего в нескольких милях от стадиона, где Месси играет домашние матчи за Интер Майами. Для обычного человека это просто удобная логистика. Для Месси это возможность после игры быстро вернуться туда, где он снова становится не мировой звездой, а мужем и отцом. Сам дом выглядит именно так, как и должен выглядеть личный мир человека, который устал от лишнего внимания. Около 10,5 тысяч квадратных футов пространства, 2 уровня, 10 спален, несколько ванных комнат, просторная кухня, зона для отдыха, личный кабинет, тренажерный зал и собственный выход к воде.
Но главная роскошь здесь не в мраморе и не в количестве комнат. Главная роскошь в ощущении контроля. У дома около 170 футов береговой линии и 2 собственных причала. Это значит, что Месси может выйти из дома, сесть на лодку и оказаться на воде, минуя улицы, пробки и лишние взгляды. Для человека, которого всю жизнь сопровождает внимание публики, такая возможность стоит не меньше, чем сам особняк. Внутри дом не похож на музей показной роскоши. Он создан скорее как семейное пространство, теплые оттенки, большие окна, много света, открытые зоны, где можно проводить время вместе. Это не дворец, который должен удивить гостей с первой секунды. Это место, где хочется спокойно жить. И в этом весь Месси. Он никогда не строил образ человека, которому нужно постоянно доказывать свое величие через громкие жесты. Его сила всегда была в другом. В спокойствии, точности и умении делать главное без лишнего шума. Его дом во Флориде отражает тот же характер. Но после переезда Месси произошло то, что показывает настоящий масштаб его имени. Бэй-Колони и раньше был дорогим районом. Там жили обеспеченные люди, там были большие дома, частные причалы и высокая приватность. Но когда стало известно, что здесь поселился Лионель Месси, внимание к району резко выросло. Один из его соседей публично говорил, что появление Месси сильно повлияло на интерес к недвижимости вокруг. И это звучит вполне логично. Для одних покупателей дом рядом с водой – это роскошь. Для других дом рядом с Месси – это уже отдельный статус. Так знаменитость превращает обычную сделку с недвижимостью в событие для всего рынка. Но Месси не остановился только на одном доме. По сообщениям СМИ, он также связан с покупками элитных апартаментов в Майами, включая будущие резиденции в высотном проекте Типриани. Это уже другая сторона его американской головы. Не просто жизнь у воды, а аккуратное расширение присутствия в одном из самых дорогих городов США. И все же именно дом в Бэй-Колони стал главным символом его нового этапа. После Барселоны, Парижа и стадионов, где каждая трибуна знала его имя, Месси выбрал место, где можно закрыть ворота и, наконец, услышать тишину. Дом, который не кричит о богатстве, но говорит о нем спокойнее и увереннее любых золотых фасадов. Лионель Месси купил не просто особняк во Флориде. Он купил редкую вещь для человека своего масштаба, возможность жить рядом с океаном, рядом с семьей и чуть дальше от мира, который всегда хочет подойти слишком близко. Но если дом Месси – это история о приватности, то следующий особняк совсем другой. Он стоит на скале над Атлантикой, хранит память старой американской элиты и однажды превратился в песню, которую услышали миллионы людей. На побережье Роуд-Айленд есть место, которое выглядит так, будто его специально придумали для старой американской истории. Уотч-Хилл – это не шумный курорт и не район, куда едут за случайными фотографиями. Это тихий уголок у Атлантического океана, окруженный водой, ветром и дорогими домами, которые не пытаются бросаться в глаза. Здесь роскошь не кричит. Она стоит за закрытыми воротами, за старыми деревьями, за длинными подъездными дорогами и за фамилиями, которые десятилетиями не нуждались в лишнем внимании. И именно здесь Тейлор Свифт купила один из самых узнаваемых домов в своей коллекции. В 2013 году Тейлор Свифт приобрела Holiday House, белую колониальную резиденцию на высоком участке у океана. По сообщениям американских СМИ, сделка составила около 17 миллионов 750 тысяч долларов. И особое внимание тогда привлекло то, что покупка была совершена без долгих публичных обсуждений. Просто одна из самых успешных артисток своего поколения выбрала дом, который уже имел собственную легенду. Holiday House была построена в 1929 году. Это не современная вилла из стекла и бетона, которую можно повторить где угодно. Это дом с характером, с историей, с видом на Атлантику и с ощущением, что каждая комната хранит следы прошлой эпохи. Белый фасад, большие окна, балконы, обращенные к воде, просторный участок, частная линия у океана. И тут самый вид, ради которого люди готовы платить не только за квадратные метры, а за чувство полного отделения от остального мира. Но настоящая магия Holiday House не в архитектуре.
Она в женщине, которая жила там задолго до Тейлор Свифт. Дом десятилетиями был связан с Ребеккой Харкнесс, наследницей состояния Standard Oil, меценаткой и одной из самых необычных фигур американского высшего общества. Ее жизнь в этом доме была окружена слухами, светскими историями, громкими вечеринками и репутацией женщины, которая не всегда хотела жить по правилам, ожидаемым от нее обществом. Для обычного покупателя это могла быть просто красивая биография старого дома. Но для Тейлор Свифт это стало материалом для искусства. Позже история Ребекка Харкнесс и самый Holiday House вдохновила песню The Last Great American Dynasty из альбома Folklore. И в этот момент дом перестал быть просто недвижимостью. Он стал частью музыкальной вселенной Тейлор Свифт. Это редкий случай, когда знаменитость покупает дом, а потом превращает его прошлое в сюжет, который слушают миллионы людей. Внутри Holiday House большие жилые пространства, несколько спален, ванные комнаты, камины, зоны для приема гостей и комнаты с видом на океан. По разным публикациям, площадь дома указывается немного по-разному, но чаще речь идет примерно об 11 тысячах квадратных футов. Однако в случае Holiday House точная цифра не так важна, потому что главная ценность этого дома не только размер. Главная ценность в том, что он стоит в нужном месте, принадлежал нужной истории и оказался в руках артистки, которая умеет превращать личные пространства в культурные символы. Каждое лето дом снова появляется в новостях благодаря знаменитым встречам Тейлор Свифт на День независимости США. Эти кадры давно стали частью поп-культуры. Океан, флаги, друзья, актрисы, модели, музыканты, фотографии у бассейна и ощущение закрытого праздника, куда зритель может заглянуть только на несколько секунд через опубликованные снимки. Именно это делает Holiday House идеальным домом для Тейлор Свифт. Он одновременно публичный и недоступный, все знают, что он существует. Миллионы людей видели его на фотографиях. Поклонники знают его историю через песню. Но сам дом остается закрытым личным пространством на скале над Атлантикой. В 2025 году, после завершения одного из самых масштабных туров в современной музыкальной индустрии, Тейлор Свифт, по сообщениям СМИ, начала обновление резиденции. Речь шла о расширении и улучшении отдельных частей дома, новых комнатах, дополнительных ваннах и обновлении кухни. Это выглядело не как попытка изменить характер Holiday House, а скорее как желание аккуратно привести легендарный дом в соответствие с новой главой жизни его владелицы. И это важная деталь. Тейлор Свифт владеет не одной недвижимостью. У нее есть объекты в Нью-Йорке, Беверли-Хиллз, Нэшвилл и других местах. Но Holiday House занимает особое место в ее портфеле, потому что это не просто дорогой актив. Это дом, который стал песней. А песня сделала дом еще более известным. Так создается редкая форма роскоши, когда архитектура, история, деньги и личный миф соединяются в одном месте. Тейлор Свифт купила не просто белый особняк на океане, она купила историю, в которой смогла увидеть отражение собственной судьбы. Женщину, дом, слухи, светский мир, внимание публики и право жить так, как хочется, даже если кто-то будет обсуждать каждый шаг. Holiday House – это не самый дорогой дом в нашем списке, и не самый большой, но он один из самых кинематографичных, потому что, глядя на него, легко представить не только цену, но и музыку, не только стены, но и сюжет, не только вид на океан, но и целую династию, которую Тейлор Свифт сумела превратить в искусство. Но есть знаменитость, для которых история прошлого не так важна. Им не нужен дом с легендой, связанной с другой эпохой. Им нужно пространство, которое работает как точный инструмент. Минимальное, закрытое, функциональное и подчиненное одной цели – оставаться на вершине. И именно таким становится следующий дом. Точнее, не совсем дом. Пентхаус в Монако, где живет человек, привыкший измерять жизнь не квадратными метрами, а долями секунды. Монако – одно из тех мест, где роскошь давно перестала удивлять. Здесь дорогие машины стоят у тротуаров так спокойно, будто это обычные городские автомобили. Яхты у причалов выглядят как плавучие отели. Балконы выходят на Средиземное море, а квадратный метр жилья может стоить столько,
сколько в другом городе стоит целая квартира. Но самое интересное в Монако не блеск. Самое интересное – тишина за этим блеском. Сюда приезжают люди, которым уже не нужно никому ничего доказывать. Они выбирают Монако не только из-за климата, видов и налоговых условий. Они выбирают его потому, что здесь богатство становится почти обычным фоном. Если ты чемпион, миллиардер или наследник крупного состояния, здесь на тебя смотрят спокойнее, чем в большинстве других мест мира. Именно поэтому Макс Верстаппен давно сделал Монако своей базой. На первый взгляд, его жилье может показаться странным пунктом в списке самых впечатляющих домов знаменитостей. Это не дворец на берегу океана, не гигантская вилла с десятками комнат и не частный курорт. По сообщениям СМИ, Верстаппен живет в роскошном пентхаусе в районе Фонтвейе и предпочитает арендовать его, а не покупать. И вот в этом вся интрига. Пока многие знаменитости превращают дома в памятники собственному успеху, Макс Верстаппен выбирает другой подход. Для него жилье – это не музей достижений. Это база, место восстановления, пространство, где все должно работать на результат. Фонтвиль – один из самых спокойных районов княжества. В отличие от более шумных частей Монако, здесь меньше туристического хаоса, меньше случайных людей и больше ощущения закрытой повседневной жизни. Рядом море, порт, аккуратные улицы, дорогие резиденции и та самая атмосфера, где каждый метр пространства стоит огромных денег, но никто не делает из этого спектакль. Пентхаус Верстаппен, по данным открытых публикаций, занимает около 180 квадратных метров. Для обычного жилья это много. Для мира сверхдорогих особняков почти скромно. Но в Монако даже такая площадь становится символом статуса, потому что здесь важен не только размер, а адрес. Внутри все подчинено характеру Макс Верстаппен. Светлые стены, дерево, большие окна, выход на террасу и вид на Средиземное море. Никакой перегруженной роскоши, никакой театральности. Пространство выглядит чистым, собранным и функциональным, почти как сам стиль Верстаппен на трассе. Но есть одна деталь, которая сразу выдает, кому принадлежит это место. В центре его домашней жизни находится профессиональный симулятор гонок. Не игрушка, не просто развлечение, а серьезный тренировочный инструмент. Несколько экранов, гоночный руль, педали, кресла, настройки, позволяющие часами отрабатывать концентрацию и реакцию. Для многих людей дом – это место, где работа заканчивается. Для Макс Верстаппен дом – это место, где работа продолжается, только без камер, трибун и шума моторов. Он может вернуться после Гран-при, выйти на террасу, посмотреть на море, а потом снова сесть за симулятор и мысленно пройти круги, которые для обычного человека выглядят как игра, а для него являются частью профессии. Именно здесь раскрывается особая форма роскоши. У Верстаппен нет необходимости доказывать богатство количеством колонн, бассейнов или залов. Его статус уже доказан на трассе, поэтому его дом не кричит о победах. Он помогает к ним готовиться. Терраса с видом на Средиземное море становится местом, где можно восстановиться после гонки. Простая, дорогая, спокойная обстановка – способом отключиться от мира, который каждую неделю требует максимальной скорости, а симулятор в гостиной – напоминанием, что даже отдых чемпиона все равно связан с дисциплиной. По сообщениям СМИ, Верстаппен также интересовался недвижимостью за пределами Монако, включая проекты в Португалии и объекты, связанные с автоспортом в США. Но именно пентхаус в Монако остается его главным европейским убежищем. И это делает его уникальным в нашем списке. Макс Верстаппен показывает, что роскошь не всегда выглядит как гигантский особняк. Иногда роскошь – это возможность жить там, где каждый день начинается с вида на море, где до трассы Монако можно дойти пешком, где никто не удивляется твоему успеху и где ты можешь оставаться в своей системе, не отвлекаясь на лишнее. Это дом не для демонстрации, это дом для контроля. И если дом Тейлор Свифт был наполнен историей, а дом Месси – приватностью, то пространство Верстаппен наполнено точностью. Здесь нет случайных деталей, даже вид из окна работает как часть внутреннего равновесия. Но не все знаменитости выбирают такую сдержанность.
Есть те, для кого дом становится продолжением праздника, спорта, музыки, друзей и яркой жизни под тропическим солнцем. И чтобы увидеть такой мир, нужно перенестись из аккуратного Монако на побережье Бразилии, туда, где океан встречается с зелеными холмами, а один футболист превратил свою резиденцию почти в личный курорт. Есть дома, которые прячут владельца от мира, а есть дома, которые будто созданы для того, чтобы внутри них никогда не заканчивался праздник. И если пентхаус Макс Верстаппен в Монако – это контроль, тишина и дисциплина, то резиденция Неймар в Бразилии – это совсем другая энергия. Там больше солнца, больше движения, больше музыки, больше спорта и больше ощущения, что дом давно перестал быть просто домом. Чтобы понять этот масштаб, нужно перенестись на побережье штата Рио-де-Жанейро. Мангаратиба находится на так называемой Коста-Верде, зеленой полосе бразильского побережья, где океан встречается с тропической природой, а за закрытыми территориями скрываются резиденции людей, которые могут позволить себе собственный мир у воды. Именно там Неймар приобрел участок в закрытом комплексе Portobello The Rorton Safari. Сама локация уже звучит необычно. Это не просто жилой район, это территория, где частная недвижимость соседствует с инфраструктурой курортного уровня. Побережье, зелень, доступ к воде, охрана, спортивные зоны и ощущение полной изоляции от обычного города. Но Неймар не просто купил дом в красивом месте. Со временем он начал превращать его в масштабный личный комплекс. По сообщениям бразильских СМИ, резиденция Неймар в Мангаратиба постепенно выросла в пространство, где есть почти все, что может понадобиться человеку, привыкшему жить ярко. Зоны отдыха, спортивная инфраструктура, бассейны, площадки для гостей, приватные пространства и собственная атмосфера большого курорта. Здесь есть футбольное поле, деталь, без которой дом Неймар был бы неполным. Есть спортивные зоны, где можно тренироваться и проводить время с друзьями. Упоминались также картрек, марина, зоны для развлечений и большая открытая территория, созданная не только для спокойного отдыха, но и для движения, потому что Неймар – это не образ человека, который просто сидит на террасе и смотрит на океан. Его стиль жизни всегда был связан с динамикой. Футбол, музыка, друзья, события, яркие вечера, семейные моменты и постоянное ощущение, что вокруг что-то происходит. Внутри резиденции, по открытым публикациям, есть несколько свитс, крытой и открытой зоны отдыха, спа, сауна, джим, private cinema, гурме-area и wine-cellar. Все это звучит как набор лакшери-объектов, но в случае Неймар важнее другое. Эти элементы складываются не в классическую виллу, а в личный развлекательный центр. Это не дом, куда приезжают на выходные. Это место, где можно провести целый сезон, не испытывая необходимости куда-то выезжать. Особую известность резиденция получила из-за искусственного озера. По сообщениям СМИ, оно было создано на территории объекта и стало причиной претензий со стороны местных органов. В 2023 году вокруг этого пространства возникли вопросы экологического характера, после чего последовали крупные штрафы. Позже, в 2024 году, суд приостановил санкции и разрешил использование зоны. Эта история важна не потому, что превращает дом в скандальный объект. Важно другое. Она показывает, насколько далеко может зайти частная роскошь, когда владелец начинает строить не просто дом, а целую территорию под собственные желания. Для обычного человека искусственное озеро – это фантазия. Для Неймар – часть проекта. Для властей – объект, который должен соответствовать правилам. И именно на этом пересечении возникает напряжение между мечтой, деньгами и реальностью. Но даже после этой истории Неймар, по сообщениям бразильских медиа, не стал уменьшать свое присутствие в Мангаратиба. Наоборот, появлялись сообщения о покупке соседней недвижимости и планах объединить больше территорий в один комплекс. Если эти планы реализуются полностью, резиденция может стать одним из самых впечатляющих частных владений в Бразилии. Но даже в нынешнем виде она уже выглядит как отражение характера своего владельца. В ней есть футбольное поле, потому что Неймар остается футболистом даже дома.
Есть зоны отдыха, потому что его жизнь связана с людьми и событиями. Есть тропическая природа, потому что это Бразилия, его родная среда. Есть масштаб, потому что Неймар никогда не был человеком маленьких жестов. И в этом смысле его дом сильно отличается от дома Месси во Флориде. Месси выбрал тишину, воду и семейную приватность. Неймар построил пространство, где жизнь может быть яркой, насыщенной и почти курортной каждый день. Один дом скрывает владельца от мира, другой создает мир вокруг владельца. Но следующая резиденция показывает еще один тип современной роскоши. Там нет тропического размаха Неймар и нет спортивной строгости Верстаппен. Это дом, который снаружи выглядит как закрытая крепость, а внутри превращается в идеально оформленную сцену для личного бренда. И его владелец знает, как превратить каждый метр в картинку, которую увидят миллионы. В мире знаменитостей есть особый тип дома. Он не стоит на открытой скале, как Holiday House Taylor Swift. Он не открывается к воде так спокойно, как дом Лионель Месси. Он не похож на спортивную базу, как пентхаус Макс Верстаппен. И не превращен в тропический курорт, как резиденция Неймар. Он устроен иначе. Снаружи он почти ничего не показывает. Высокие стены, строгие линии, закрытая территория, минимум случайных деталей. Проезжая мимо, невозможно понять, что происходит внутри. И в этом вся идея. Так выглядит современная роскошь Кайли Дженнер. В 2020 году Кайли Дженнер купила особняк в Холмби-Хиллз, одном из самых дорогих и закрытых районов Лос-Анджелес. По данным открытых источников, сделка составила около 36,5 миллионов долларов. Уже само расположение говорило о многом. Холмби-Хиллз – это часть знаменитого золотого треугольника Лос-Анджелес, рядом с Беверли-Хиллз и Белл-Эйр, где десятилетиями жили люди из мира кино, музыки, бизнеса и старой калифорнийской элиты. Но дом Кайли Дженнер не похож на классическую голливудскую виллу с колоннами и парадной лестницей. Его часто описывали как современную крепость, и это не случайное сравнение. Участок закрыт высокими стенами. Архитектура строгая, массивная, почти непроницаемая. С улицы дом не раскрывает себя, он будто специально построен так, чтобы отделить личную жизнь от внешнего мира. Для Кайли Дженнер такая приватность не прихоть, а необходимость. Она выросла в реальности, где камеры, зрители, публикации и социальные сети стали частью повседневности. Ее жизнь давно существует сразу в двух измерениях – реальном и медийном. Поэтому дом для нее должен выполнять двойную задачу. С одной стороны защищать, с другой – создавать идеальную картинку, когда владелица сама решит ее показать. Внутри этот контраст раскрывается полностью. За строгими стенами скрывается пространство, созданное для глянцевой жизни. Большие гостиные зоны, дизайнерская кухня, бассейн в стиле частного резорта, кинотеатр, гостевые пространства, спортивная площадка, отдельные зоны для отдыха и развлечений. Но самая узнаваемая часть дома Кайли Дженнер – это не бассейн и не гостиная, это гардероб. По публикациям и кадрам из ее медийных проектов, гардеробные пространства Кайли выглядят не как обычное место для хранения вещей, а как личная бутик-галерея. Обувь, сумки, аксессуары, свет, полки, стекло, идеальный порядок и ощущение, что каждая вещь является частью выставки. Для большинства людей клозет – это закрытая комната, для Кайли Дженнер – это элемент империи образа. И здесь важно понять, Кайли покупает дома не только как недвижимость, она превращает их в часть собственного визуального мира. Каждый интерьер, каждая кухня, каждая гардеробная, каждый угол с правильным светом может стать контентом. А контент в ее случае – это не просто фотографии, это валюта внимания. Дом становится декорацией, студией, личным пространством и рекламной площадкой одновременно. Особое внимание в публикациях также привлекали зоны, созданные для семьи. Кайли Дженнер часто показывает себя не только как предпринимательницу и медийную фигуру, но и как мать. Поэтому в ее домах появляются пространства, оформленные с учетом детей. Игровые зоны, персональные комнаты, продуманные детали, которые превращают огромный особняк не только в символ статуса, но и в семейную территорию. Однако история с домом в Холмби-Хиллз не остановилась на покупке. В
В конце 2025 года, по данным рынка недвижимости, Кайли Дженнер выставила этот особняк на продажу примерно за 48 миллионов долларов. Это почти на 12 миллионов больше суммы, которую она заплатила при покупке. И здесь снова проявляется логика ее мира. Для одних знаменитостей дом – это место, где они живут десятилетиями. Для Кайли Дженнер дом может стать этапом, проектом, картинкой определенного периода жизни, активом, который можно показать, усилить, оформить, а затем заменить следующим, еще более масштабным пространством. И таким следующим пространством стал ее проект в Hidden Hills. Hidden Hills – это другой тип калифорнийской закрытости. Там больше земли, больше семейных резиденций, больше ощущения частного мира, где знаменитости могут строить дома почти с нуля. По сообщениям СМИ, новый дом Кайли Дженнер создавался несколько лет и должен был стать значительно более личным и масштабным проектом, чем ее резиденция в Holm-by-Hills. В публикациях упоминались большие площади, подземный гараж, гостевые дома, спортивные зоны, бассейн и другие элементы, которые превращают новый дом не просто в особняк, а в частный комплекс. Точные параметры в разных источниках могут отличаться, но главное здесь не цифра. Главное – направление. Кайли Дженнер движется от готовой лакшери-крепости к дому, который еще сильнее соответствует ее собственному образу жизни. Больше пространства, больше контроля, больше возможностей для семьи, бизнеса, приватности и визуального мира, который она строит вокруг себя. Это очень современная форма роскоши. Раньше богатые люди строили дворцы, чтобы удивлять гостей. Сегодня Кайли Дженнер строит пространства, которые одновременно защищают от внешнего мира и становятся частью публичного образа. Ее дом – это не просто место, где она живет. Это продолжение бренда Кайли. Бетон, стекло, свет, гардероб, бассейн, кухня, детские комнаты. Все становится частью одной большой истории о контроле над вниманием. Если Неймар создает вокруг себя вечный тропический праздник, то Кайли Дженнер создает идеально отредактированную реальность. Мир, где случайного почти не существует. Где даже приватность выглядит как лакшери-картинка. Но дальше нас ждет совсем другая история. Следующий дом тоже находится во Флориде, тоже связан с водой и тоже создан для жизни большой семьи. Но в нем нет глянцевой холодности Holm-by-Hills. Там больше воздуха, больше южного спокойствия, больше музыки и гараж, который сам по себе мог бы стать отдельной коллекцией. Иногда роскошь – это не попытка стать заметнее. Иногда роскошь – это возможность уехать туда, где жизнь становится спокойнее, шире и ближе к воде. Именно так выглядит новая недвижимая глава Робби Уильямс. После многих лет, связанных с Лос-Анджелесом и Беверли-Хиллз, Робби Уильямс сделал шаг, который многое говорит о его нынешнем образе жизни. Он продал один из своих калифорнийских домов и выбрал не самый очевидный маршрут для мировой звезды. Не Майами-Бич, не Стар-Айленд, не шумный район, где каждый особняк старается попасть в объектив. Робби Уильямс выбрал Коралл Гейблс, один из самых зеленых, закрытых и элегантных районов Южной Флориды, а точнее, Олд Катлер-Бэй, частный водный анклав, где дома стоят на каналах, лодки пришвартованы прямо за участками, а главная роскошь ощущается не в фасадах, а в тишине. В 2025 году, по сообщениям американских СМИ, Робби Уильямс купил там резиденцию примерно за 40 миллионов долларов. И эта сделка сразу привлекла внимание рынка недвижимости, потому что речь шла не просто о дорогом доме, а о редком участке на полуострове с выходом к воде с нескольких сторон. Представьте дом, который стоит не просто рядом с каналом, а буквально обнимается водой, около 1 акра земли, сотни футов береговой линии, панорамные виды с разных сторон, частный причал, куда можно подойти на лодке, и ощущение, что от внешнего мира тебя отделяет не только охрана и ворота, но и сама география. В этом и заключается магия таких домов во Флориде. Здесь вода становится не украшением, а частью повседневности. Утро начинается с отражений на поверхности канала, вечер заканчивается светом у бассейна, а между домом и открытой водой всего несколько шагов.
Резиденция Робби Уильямс по открытым публикациям занимает около 19 тысяч квадратных футов. Внутри несколько спален, просторные гостиные зоны, большая кухня, винная комната, бар, открытая планировка и стены из стекла, которые соединяют интерьер с садом, бассейном и водой за домом. Здесь нет ощущения городской крепости, как в доме Кайли Дженнер. Здесь все построено наоборот. Не спрятать дом от природы, а впустить природу внутрь. Гостиная переходит в террасу. Терраса в зону бассейна. Бассейн – вид на воду. А дальше уже начинается частная флоридская жизнь, где лодка может быть таким же естественным способом передвижения, как автомобиль. Но одна деталь особенно выделяет этот дом даже среди других лакжери-резиденций – гараж. По сообщениям СМИ, в доме предусмотрено пространство для большой автомобильной коллекции – до 18 машин. Для обычной семьи это звучит почти невероятно. Для селебрити недвижимости это уже не просто удобство, а отдельное заявление. Гараж такого масштаба – это не место, куда ставят машину после поездки в магазин. Это частная галерея для автомобилей. Пространство, где каждая машина может быть частью коллекции, частью вкуса и частью биографии владельца. И для Робби Уильямс это подходит идеально. Его карьера всегда была связана со сценой, характером, свободой и умением быть ярким, но при этом очень личным. В этой флоридской резиденции чувствуется похожий баланс. Дом открыт к воде, но закрыт от посторонних, создан для семьи, но готов принимать гостей. Выглядит спокойно, но внутри скрывает масштаб, который понимаешь только постепенно. По сообщениям о сделке, Робби Уильямс также приобрел дом с мебелью и планировал дополнительные работы по расширению. В публикациях упоминались возможный гостевой павильон, студия звукозаписи и необычная спортивная зона, включая проект плавающей площадки для падл. Такие детали лучше воспринимать как часть планов развития, но сама идея очень показательная. Робби Уильямс не просто переезжает в готовую резиденцию, он адаптирует ее под себя. Это важный момент для мира сверхдорогой недвижимости. Люди такого уровня редко покупают дом просто как есть. Они покупают основу, место, землю, воду, адрес, приватность, а затем превращают объект в продолжение собственной жизни. Для музыканта студия дома не роскошь, а возможность творить в любой момент. Для семьи гостевой павильон не украшение, а пространство для близких. Для человека, который выбирает Флориду, причал и открытые зоны – часть нового ритма. И этот ритм сильно отличается от его прежней калифорнийской главы. Беверли-Хиллз – это Голливуд, история, статус, соседи-звезды и постоянное ощущение индустрии рядом. Коралл Гейблс – это мягче, тише, зеленее. Здесь меньше демонстраций и больше частной жизни. Здесь можно быть известным человеком, но не жить каждый день внутри витрины. Поэтому дом Робби Уильямс интересен не только ценой. Он показывает, как меняется роскошь, когда знаменитость проходит разные этапы жизни. В начале карьеры многим нужен центр событий. Позже все чаще хочется пространства, воды, безопасности, семейного комфорта и возможности самому решать, когда включать публичность, а когда оставаться вне кадра. Робби Уильямс купил не просто флоридский особняк. Он купил полуостровный ритм жизни, вода с 3 сторон, дом для семьи, место для музыки, гараж для коллекции и возможность начать новую главу вдали от голливудского шума. Но если резиденция Робби Уильямс – это спокойная роскошь у воды, то следующий дом возвращает нас к совсем другой эстетике. Там все выглядит так, будто его придумал художник-постановщик для фильма о секретных сделках, дорогих костюмах и ночных приемах у озера. Только это не декорация. Это настоящий особняк во Флориде, который описывали как смесь Лейккома и Казино Роял, и его новым владельцем стал Марк Валберг. Есть особняки, которые выглядят дорого, а есть особняки, которые выглядят так, будто у них уже есть собственный саундтрек. Дом Марк Валберг во Флориде относится именно ко второму типу. После спокойной водной резиденции Робби Уильямс мы остаемся во Флориде, но переносимся в совершенно другой мир. Не в мягкий семейный Коралл Гейблс, а в Стоун Крик Рэнч в Делрей-Бич, закрытое сообщество,
которое в публикациях о недвижимости часто называют местом для тех, кто хочет максимум пространства, безопасности и статуса без лишнего шума большого города. Это не район с сотнями домов, где роскошь стоит вплотную к роскоши. Это гораздо более редкий формат. Большие участки, широкие подъездные дороги, озера, приватность. Дома, которые не борются за внимание случайных прохожих, потому что случайных прохожих там почти нет. И именно там Марк Валберг в 2025 году, по сообщениям СМИ, купил особняк примерно за 37 миллионов долларов. Название дома звучит почти как начало фильма. Палаццо ди Лаго. Уже одно это имя создает нужную картинку. Итальянский дворец у воды, гладкая поверхность озера, высокие потолки, свет на мраморе, вечерняя терраса, дорогие автомобили у входа и ощущение, что за дверью может начаться сцена из шпионского кино. В описаниях объекта действительно встречалась эстетика Лейк Комо и настроение Казино Роял. И это очень точно передает характер резиденции. Палаццо ди Лаго – это не минимализм, это не скрытая крепость, это не семейный дом, который старается выглядеть скромнее. Это дом, который понимает собственный эффект. Снаружи он выглядит как современная версия европейской виллы. Вода, симметрия, большие окна, ухоженный ландшафт, пальмы, террасы и ощущение, что все продумано для кадра. Но настоящая сила раскрывается внутри. По данным открытых публикаций, общая площадь объекта составляет десятки тысяч квадратных футов, а жилая часть – около 18,5 тысяч квадратных футов. В доме 7 спален, 12 ванных комнат, просторные залы, дорогие материалы, камень, большие лестницы и виды на воду из множества помещений. Но в таких домах важны не только спальни и ванные, важны сценарии жизни, которые они позволяют. В Палаццо ди Лаго есть Private Cinema, потому что владелец дома связан с кино, и сама резиденция будто продолжает эту тему. Есть сигар-лаунж с продуманной системой вентиляции, есть wine-room, club-room, бар, джим, сауна, массажная зона и пространство для отдыха, которые превращают дом в личный клуб. То есть человеку даже не нужно покидать территорию, чтобы получить то, ради чего другие едут в закрытые отели, а затем начинается внешний мир дома. Большой бассейн в стиле лагун занимает центральное место на участке. Вокруг взрослые пальмы, зоны отдыха, огненные акценты, теннисная площадка и ландшафт, созданный так, чтобы каждый ракурс выглядел как дорогая кинематографичная сцена. Особенно интересна автомобильная галерея. Для человека с образом Марк Валберг, актера, предпринимателя, продюсера и человека, который давно превратил дисциплину в часть своего публичного имиджа, такая деталь выглядит очень органично. Это не просто гараж. Это место, где техника становится частью статуса. Но еще интереснее история самой сделки. По сообщениям рынка недвижимости, дом выставлялся дороже, чем сумма, за которую Марк Валберг его приобрел. В публикациях фигурировала цена около 45 миллионов долларов, а финальная сделка составила примерно 37 миллионов. То есть Валберг купил не просто дорогой объект, а объект, который уже имел сильную рыночную историю и был продан с заметным снижением относительно изначального запроса. Для обычного покупателя 8 миллионов разницы, сумма, которая сама по себе звучит как состояние. В мире такой недвижимости это уже часть игры. Здесь важно не только иметь деньги. Важно понимать момент, переговоры, рынок, район и будущую ценность. Потому что в закрытых сообществах вроде Stone Creek Ranch дома покупают не только ради жизни. Их покупают как редкие активы. В случае Валберг это особенно логично. За последние годы он несколько раз менял географию своей жизни и недвижимости. И его путь показывает, как знаменитости все чаще выбирают не просто традиционный Холливуд-центр, а место, где можно получить больше земли, больше приватности и более комфортную налоговую и семейную среду. Флорида для таких людей стала не просто курортом, она стала новой картой влияния. И Палаццо ди Лаго идеально вписывается в эту карту. В нем есть все, что ожидаешь от дома человека, привыкшего к большому масштабу. Кинематографичность, приватность, спортивная инфраструктура, пространство для гостей, зоны восстановления и образ жизни.
где каждый день может выглядеть как закрытая премьера. Марк Валберг купил не просто особняк, он купил готовую сцену. Сцену, где утро может начинаться у воды, день в спортзале или на теннисной площадке, вечер в Private Cinema, а ночь у бассейна, который выглядит так, будто его подсвечивали специально для финального кадра. Но следующий дом в нашем списке отличается совсем другим настроением. Если Палаццо ди Лаго похож на фильм о богатстве и стиле, то следующая резиденция связана с настоящей голливудской легендой. Ее прежний владелец десятилетиями был символом силы, упорства и большого экрана, а новая владелица купила этот дом не просто как недвижимость, а как часть собственной истории подъема. Это особняк, где у бассейна до сих пор стоит фигура Рокки. И теперь этот дом принадлежит Адель. Иногда дом впечатляет размером, иногда видом из окна, иногда ценой, районом или количеством комнат. Но бывают особняки, которые становятся сильнее из-за своей истории. Дом Адель в Беверли-Парк именно такой. Чтобы понять, почему эта покупка привлекла столько внимания, нужно представить не только саму резиденцию, но и путь человека, который ее приобрел. Адель выросла в Тоттенхэм, в Лондоне, не в мире закрытых калифорнийских сообществ, не рядом с бассейнами Infinity и не среди вилл за десятки миллионов долларов. Ее история началась совсем в другой реальности. Обычные улицы, скромное детство, голос, который постепенно стал узнаваемым во всем мире, и песни, в которых миллионы людей услышали свои собственные чувства. И вот спустя годы Адель покупает дом в Норт Беверли-Парк, одном из самых закрытых и дорогих районов Лос-Анджелес. Это уже само по себе звучит как финал большого фильма. Беверли-Парк не просто престижный адрес. Это частный мир за воротами, где живут люди, которые могут позволить себе максимальную приватность в городе, построенном на публичности. Здесь огромные участки, охрана, широкие дороги, зелень, расстояние между соседями и ощущение, что Лос-Анджелес рядом, но не слишком близко. В 2022 году Адель приобрела здесь особняк, который десятилетиями был связан с именем Сильвестр Сталлоне. По сообщениям СМИ, первоначально дом выставлялся за сумму, значительно превышающую 100 миллионов долларов, но в итоге сделка Адель составила около 58 миллионов, и это уже делает покупку интересной. Адель получила не просто дорогую недвижимость, а одну из самых узнаваемых частных резиденций Беверли-Парк с сильной голливудской биографией. Дом построен в средиземноморском стиле и расположен на участке около 3,5 акров. В нем несколько спален, множество ванных комнат, отдельный гестхаус, гараж, просторные жилые зоны, бассейн Infinity и виды на каньон и город. Но самая известная деталь этого дома не площадь и не бассейн. Это фигура Рокки Бальбоа у воды. Сильвестр Сталлоне, для которого образ Рокки стал частью мировой кинематографической истории, оставил у бассейна статую своего персонажа. И когда Адель покупала дом, по сообщениям СМИ, Сталлоне хотел, чтобы эта фигура осталась на месте. Адель согласилась, и этот момент стал почти символичным. Представьте, певица из Лондона, которая построила карьеру на голосе, искренности и личных песнях, покупает дом актера, чей главный герой десятилетиями ассоциировался с упорством, подъемом и верой в себя. И статуя Рокки остается у бассейна как странный, но очень точный знак преемственности. Это уже не просто деталь интерьера, это образ. Дом Адель словно соединяет две истории успеха. Одна родилась в кино, другая в музыке. Одна связана с героем, который шаг за шагом поднимается выше. Другая с артисткой, чей голос вывел ее из обычной жизни на мировую сцену. Но Адель не просто купила дом Сталлоне и оставила все как было. С момента покупки началась масштабная реконструкция. По публикациям о недвижимости, работы затронули значительную часть резиденции. Обновлялись интерьеры, перестраивались отдельные зоны, менялась внутренняя логика пространства. Для Адель это был не просто переезд, а попытка сделать легендарный дом своим. И это очень важно. Когда знаменитость покупает дом с такой историей, есть два пути. Можно сохранить его как трофей, а можно переписать его под себя. Адель выбрала второй вариант.
В обновленных описаниях дома появлялись детали более мягкой, теплой и современной атмосферы. Светлые оттенки, большие окна, уютные зоны отдыха, каминные решения, просторная кухня, семейные пространства и вид на Лос-Анджелес, который вечером превращает дом в наблюдательную точку над городом. В таком доме легко представить громкий прием. Но еще легче представить совсем другую сцену. Вечер, тишина, свет в окнах, ребенок в доме, музыка где-то в глубине комнаты, фигура Рокки у бассейна, которая стоит там уже как часть новой истории. Адель всегда отличалась тем, что даже на огромных сценах умела создавать ощущение личного разговора. Ее дом в Беверли-Парк построен на похожем контрасте. Снаружи десятки миллионов долларов, закрытое сообщество, голливудская легенда. Внутри попытка создать пространство, где масштаб не отменяет тепла. Именно поэтому этот особняк так хорошо работает в нашем списке. Он не самый дорогой, не самый современный, не самый технологичный. Но у него есть то, что нельзя просто заказать архитектору – биография. До Адель этот дом был частью мира Сильвестр Сталлоне. После покупки он стал частью ее собственной главы в Лос-Анджелес. И между этими двумя историями у бассейна осталась фигура Рокки, как напоминание о том, что роскошь иногда становится особенно сильной не тогда, когда она новая, а тогда, когда в ней уже есть смысл. Адель купила не просто-то резиденцию за десятки миллионов долларов. Она купила дом, который уже был символом победы, и начала превращать его в пространство, соответствующее ее собственной жизни. Это история не о показной роскоши. Это история о том, как человек, прошедший огромный путь, оказывается в доме, который сам когда-то принадлежал легенде большого экрана. Но следующий объект совсем другой. Если дом Адель – это голливудская история с эмоциональным подтекстом, то дом Дрейк – это личная империя, построенная с нуля. Не купленная как чужая легенда, не унаследованная от прошлого владельца, а созданная специально для одного человека, в городе, который он решил не покидать даже после мировой славы. И называется этот дом так, будто речь идет не о резиденции, а о государстве внутри города – The Embassy. Есть знаменитости, которые после мирового успеха уезжают туда, где живут все остальные звезды – Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк. Закрытые улицы, известные соседи, привычная карта богатства. Но Дрейк сделал иначе. Когда его имя стало известно по всему миру, он не стал строить главный дом в Калифорнии, не выбрал Майами как постоянную базу, не попытался полностью перенести свою жизнь туда, где индустрия развлечений уже давно создала готовые декорации для успеха. Он построил свою главную резиденцию в Торонто, в городе, где вырос. В городе, который сделал частью своего образа. В городе, который для него никогда не был промежуточной остановкой. И дом получил название, которое идеально передает его смысл – The Embassy. Не просто дом, не просто особняк, а посольство имени Дрейк. Эта резиденция находится в Бридл Пат, одном из самых дорогих и закрытых районов Торонто. Его иногда называют канадской версией Беверли-Хиллз. Большие участки, длинные подъездные дороги, массивные ворота, дома, спрятанные за деревьями, и атмосфера богатства, которая предпочитает не стоять у самой дороги. Именно здесь Дрейк купил землю и начал строить дом, который должен был стать не временным жильем, а архитектурным заявлением. Проект разработал канадский дизайнер и архитектор Феррис Рафаули. Сам стиль часто описывают как современный арт-деко, масштабный, дорогой, строгий, но при этом театральный. В The Embassy нет ощущения случайного набора лакшери деталей. Все выглядит так, будто дом проектировали как частный дворец для человека, который хотел оставить след не только в музыке, но и в городе. По открытым публикациям, площадь резиденции составляет около 50 тысяч квадратных футов. Это не просто большой дом. Это масштаб, который ближе к частному клубу, отелю или культурному центру, чем к обычному жилью. И Дрейк с самого начала, по словам автора проекта, хотел именно этого – построить нечто долговечное. Дом, который не будет выглядеть как временная модная игрушка. Дом, который должен простоять десятилетия и все еще выглядеть значимо.
Внутри The Embassy все подчинено этой идее. Главный зал с потолками высотой около 40 футов создает ощущение почти музейного пространства. Камень, дерево, бронза, мрамор, большие плоскости, тщательно подобранный свет. Каждая поверхность будто должна напоминать, что здесь нет обычных решений. Одна из самых известных деталей дома – огромная люстра Lobmeyer Metropolitan, украшенная тысячами кристаллов Сваровски. Она висит не просто как источник света, а как центральный объект, почти как скульптура в театральном фойе. Но настоящий символ The Embassy – это баскетбольная площадка. Внутри дома Дрейк построена крытая площадка с размерами, соответствующими NBA. В центре символика ова, а над пространством крупная световая конструкция, которая наполняет зал естественным светом. Это уже не просто спортивная зона, это частная арена внутри дома. И эта деталь многое говорит о Дрейк. Он всегда строил образ вокруг пересечения музыки, спорта, города и собственного бренда. Торонто Рапторс, Ово, сцена, стиль, ночная эстетика города – все это давно стало частью его визуального языка. Поэтому баскетбольная площадка в доме выглядит не как дорогая прихоть, а как продолжение его мифа. Рядом с этим находится студия звукозаписи профессионального уровня. Для Дрейка это, возможно, одна из самых важных частей резиденции. Потому что в отличие от многих селебрити-домов, где студия выглядит как дополнительная лакшери-деталь, в The Embassy она является рабочим центром. Это место, где можно перейти из гостиной в творческое пространство за несколько шагов, где дом и работа не разделены, где музыка может появляться в любой момент. The Embassy – это не убежище от карьеры, это ее штаб-квартира. Еще одна знаменитая часть дома – главная свит. По открытым публикациям, она занимает несколько тысяч квадратных футов и включает огромный клозет, зоны отдыха, бар и ванную, где особенно часто упоминалась ванна из черного мрамора, вырезанная из цельного блока. Звучит почти чрезмерно, но в контексте The Embassy это не выглядит случайно. Дом построен так, чтобы все было на грани между личным пространством и публичным заявлением. Есть музыкальная комната с роялем, созданным в сотрудничестве с Такаши Мураками. Есть залы для трофеев и памятных предметов. Есть пространство, где платиновые диски, спортивные символы и предметы искусства становятся частью интерьера. Другими словами, Дрейк живет внутри собственной биографии. В большинстве домов стены просто отделяют комнаты. В The Embassy стены рассказывают, кем является владелец. И все же даже такой дом однажды оказался в центре вирусного эпизода, который показал другую сторону роскоши. В 2024 году, во время сильного ливня в Торонто, Дрейк опубликовал видео, где по полу его дома текла вода. Для зрителей это был почти сюрреалистичный кадр. Особняк стоимостью десятки миллионов долларов, мрамор, дорогая отделка и сам Дрейк, спокойно проходящий по воде внутри собственной резиденции. Этот эпизод стал вирусным не потому, что дом потерял свой статус. Наоборот, он сделал The Embassy еще более узнаваемым, потому что зрители увидели редкий момент, когда даже самая дорогая частная империя на секунду становится уязвимой перед обычной природой. Но Дрейк подал это в своем стиле, спокойно, почти с иронией, без лишней драматичности. И тем самым снова превратил личный момент в часть публичного образа. В этом вся логика The Embassy. Этот дом не просто существует, он постоянно работает на миф Дрейк. Когда мы видим его баскетбольную площадку, мы вспоминаем связь Дрейк со спортом. Когда видим студию, понимаем, что музыка встроена в саму архитектуру. Когда видим Торонто за пределами ворот, становится ясно. Он не уехал из своего города, чтобы стать больше. Он построил в нем резиденцию, которая говорит, что центр его мира по-прежнему здесь. The Embassy – это дом человека, который решил не просто купить роскошь, а построить собственную столицу. И именно поэтому этот объект стоит почти в конце нашего путешествия. После домов у воды, особняков крепостей, голливудских легенд и тропических курортов The Embassy показывает другой уровень, когда недвижимость становится не местом отдыха, а архитектурным автопортретом. Дрейк построил не просто особняк, он построил пространство, где его город, его музыка, его бренд и его амбиция
соединились в одну огромную частную империю. Но впереди остался последний дом. И это будет финальный раздел, потому что следующий объект уже не похож ни на семейную виллу, ни на дворец артиста, ни на личный курорт, ни на закрытую крепость. Это дом, который выглядит так, будто его можно было бы открыть как музей современного искусства. Бетон, стекло, Тихий океан. И цена, которая стала рекордом, Калифорния. На вершине нашего списка Beyoncé и Jay-Z. Есть дома, которые стараются впечатлить с первой секунды. Они встречают гостя колоннами, огромными лестницами, золотыми деталями, фонтанами, люстрами и всем тем, что сразу говорит: здесь живут очень богатые люди. Но дом Beyoncé и Jay-Z в Малибу устроен иначе. Он не кричит о роскоши. Он почти не пытается понравиться. Он стоит над Тихим океаном так спокойно, будто был частью этого берега всегда. Бетон, стекло, свет, океан и тишина, которая стоит дороже любого украшения. В 2023 году Beyoncé и Jay-Z приобрели одну из самых обсуждаемых резиденций в истории Калифорния. По разным публикациям, сумма сделки составляла примерно от 190 до 200 миллионов долларов. Даже нижняя граница этой оценки делает покупку одной из самых дорогих жилых сделок в истории штата. Но самое удивительное здесь не только цена, потому что за такие деньги многие ожидали бы увидеть дворец, что-то с бесконечными залами, мрамором, декоративными лестницами, золотыми акцентами и классическим языком богатства. Но Beyoncé и Jay-Z купили дом, который больше похож на музей современного искусства, построенный для одной семьи. Эта резиденция расположена в районе Paradise Cove в Малибу, месте, где сама земля уже является роскошью. Побережье, скалы, доступ к океану, закрытые участки, вид на Тихий океан и соседи, для которых десятки миллионов долларов являются только началом разговора. Дом был создан не как обычная Celebrity Mansion. Его заказали коллекционеры искусства Вильям и Мария Белл, а проект доверили Тадао Андо, японскому архитектору, лауреату Притцкер Прайс, одному из самых узнаваемых мастеров современной архитектуры. У Тадао Андо есть особый язык. Он не пытается украшать пространство лишними деталями. Он работает с бетоном, светом, водой, пустотой и точной геометрией. В его зданиях роскошь рождается не из количества декора, а из ощущения идеального спокойствия. И именно это делает дом Beyoncé и Jay-Z таким необычным. По сообщениям архитектурных и недвижимых изданий, строительство и создание этого объекта заняло много лет. Дом расположен на участке около 8 акров и использует масштаб не для того, чтобы подавить зрителя, а чтобы растворить границу между интерьером и океаном. Внутри длинные бетонные коридоры, огромные стеклянные поверхности, открытые пространства, плавные переходы между комнатами и виды на воду почти из каждой важной точки дома. Здесь нет ощущения перегруженности. Наоборот, кажется, дом специально очищен от всего лишнего, чтобы главным элементом стал сам горизонт. В большинстве дорогих особняков океан – это красивый вид. Здесь океан становится частью архитектуры. Бассейны Infinity спроектированы так, чтобы визуально сливаться с Тихим океаном. Стекло стирает границу между внутренним и внешним пространством. Бетонные поверхности отражают свет по-разному в течение дня. Утром дом выглядит холоднее и строже. На закате становится почти золотым, ночью превращается в тихую линию света над водой. И в этом его сила. Он не похож на дом, который нужно постоянно показывать гостям. Он похож на где каждый день может ощущаться как личная выставка. По открытым публикациям в резиденции есть несколько спален, множество ванных комнат, private cinema, спа, wine cellar, спортивные зоны, бассейны, просторные жилые помещения, доступ к пляжу и другие элементы, которые ожидаешь от дома такого уровня. Но перечислять их здесь почти странно, потому что в случае Beyoncé и Jay-Z главным является не список удобств. Главное – сам факт, что одна из самых влиятельных музыкальных семей мира живет внутри архитектурного произведения, которое в другом контексте могло бы быть музеем. Beyoncé и Jay-Z давно существуют не просто как артисты, они стали культурным явлением, бизнес-империей, семейным брендом и символом влияния.
Их недвижимость должна соответствовать этому масштабу, и дом в Малибу делает это не через показной блеск, а через абсолютную уверенность. Он как будто говорит: когда у тебя есть все, тебе уже не нужно доказывать это золотом. Именно поэтому эта резиденция так отличается от многих других домов знаменитостей. У Дрейк в Торонто дом становится личной империей и архитектурным автопортретом. У Кайли Дженнер дом становится частью медийного образа, у Неймар – пространством праздника, у Адел – эмоциональным символом нового этапа, а у Бейонсе и Джей-Зи дом становится почти философским высказыванием. Они купили не просто квадратные метры, не просто участок над океаном, не просто рекордную сделку. Они купили тишину, созданную великим архитектором. И чем дольше смотришь на этот дом, тем яснее становится. Настоящая роскошь на самом верхнем уровне может выглядеть совсем не так, как мы привыкли ее представлять. Она может быть не громкой, а почти молчаливой, не золотой, а бетонной, не перегруженной, а пустой, не показной, а настолько уверенной, что ей не нужно ничего объяснять. Дом Бейонсе и Джей-Зи в Малибу – это вершина нашего списка именно потому, что он меняет само представление о Celebrity Mansion. Это не дворец в старом понимании. Это частный мир на краю океана, где архитектура, деньги, искусство и власть соединяются в одно пространство. Когда дом стоит почти 200 миллионов долларов, вопрос уже не в том, сколько там комнат. Вопрос в другом. Что чувствует человек, который просыпается утром в доме, где перед ним не просто окно, а весь Тихий океан? Что значит жить в месте, которое строили годами как произведение искусства? И что остается желать, когда даже дом перестает быть домом и становится личным музеем под открытым небом? Мы начали это путешествие с дома Лионель Месси во Флориде, тихого убежища человека, которого знает весь мир. Потом поднялись на скалу к Тейлор Свифт, где старая американская история превратилась в песню. Заглянули в пентхаус Макс Верстаппен, где роскошь измеряется точностью и спокойствием. Перенеслись к Неймар в Бразилию, где резиденция стала почти личным курортом. Увидели крепость Кайли Дженнер, созданную для приватности и идеальной картинки. Побывали у Робби Уильямс в Coral Gables, где вода и семья стали центром новой жизни. Оказались в кинематографичном доме Марк Валберг, будто созданном для закрытого фильма о богатстве. Затем вошли в особняк Адел, где голливудская легенда стала частью личной истории. После этого увидели The Embassy Drake, частную империю, построенную в родном Торонто. И теперь, стоя перед бетонным шедевром Бейонсе и Джей-Зи в Малибу, становится понятно главное. Это не просто дома, это личные миры. Каждый из них рассказывает, чего на самом деле хочет человек, когда у него уже есть деньги, слава и возможность выбирать почти все. Месси выбирает тишину, Тейлор Свифт историю, Верстаппен контроль, Неймар пространство для жизни без паузы, Кайли Дженнер идеальную управляемую картинку, Робби Уильямс новую семейную главу у воды, Марк Валберг кинематографичный статус, Адел символ собственного пути, Дрейк личную столицу, Бейонсе и Джей-Зи искусство, превращенное в дом. И возможно, именно поэтому такие резиденции так завораживают. Мы смотрим на них не только из-за цены, не только из-за бассейнов, рек, гаражей, пляжей и видов. Мы смотрим на них потому, что каждый такой дом показывает предел мечты своего владельца. А мечты людей, у которых есть почти все, иногда оказываются самыми интересными. Если бы вы могли выбрать только один дом из этого списка, где бы вы хотели проснуться завтра утром? В тихом доме, Месси у воды, в особняке Тейлор Свифт на скале над Атлантикой, в пентхаусе Верстаппен в Монако, в тропическом комплексе Неймар, в закрытой крепости Кайли Дженнер, в доме Робби Уильямс во Флориде, в кинематографичном палаццо Делаго Марк Валберг, в особняке Адел с историей Рокки, в The Embassy Drake, или в бетонном музее Бейонсе и Джей-Зи над Тихим океаном. Напишите в комментариях, какой дом вы выбрали бы для себя. Спасибо, что досмотрели это путешествие до конца. Если вам было интересно заглянуть в закрытый мир роскоши, больших имен и домов, которые давно стали больше, чем просто недвижимость, поддержите ролик лайком. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие истории, и включите уведомления.
Впереди будет еще больше мест, людей и историй, куда обычная камера почти никогда не попадает.